Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Отдельная благодарность за то, что делитесь своими жизненным опытом, своими историями делитесь. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Кому покоя не дает моя удача, мой успех? И что именно во мне так раздражает? Разберем сегодня. Постараемся узнать, что же это за люди такие, которые там бесятся, скрипят зубами, когда вас видят, и их раздражает ваша какая-то успешность, да? Прям карта вылетела, переход на новый уровень. Даже ваши попытки, может быть, изменить свою жизнь к лучшему, их раздражает, выбешивают. Что, собственно, почему это таких бесит? И что именно бесит? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, есть смысл смотреть до конца. Если во время сигнификации похоже очень на вашу подругу, Таню, Свету, Клаву, то есть смысл посоветовать этим подругам посмотреть это видео, сбросите им, пожалуйста. Может, оно будет им полезно и интересно. Итак, мои хорошие, давайте. Кто ко мне пришел на расклад? Какая девочка? Если узнаете себя, смотрим до конца. Ой. Карта морали. Человек с чистой ладони, открытой ладони. Человек, который несет добро, свет. Наполняет этим светом окружающий мир. У меня там была претензия со стороны девочки, да, я это считала как претензию, тем, что она мне написала, что я слишком, я так понимаю, ее претензии, слишком хорошо отзываюсь во время сигнификации о девочках. Нет, если такая карта у меня падает, и если это авторская колода, и мы создавали эту карту, и я туда вкладывала свой смысл, то как я буду это по-другому читать? Вы создавайте свои карты и читайте, как вы считаете нужным. Во время сигнификации я пользуюсь картами, смотрите. Колода, авторская студия, Анна С. Я не оправдываюсь, я объясняю. Если вам не нравится прочтение, это же ваш выбор. Потратьте время, создайте свои карты и вкладывайте туда тот смысл, который вы считаете нужным. Итак, девочка у меня вышла, которая обладает прекрасными моральными качествами, да? Несет добро, свет. Может быть, человек, который даже в этом мире чувствует себя где-то одиноким. Почему? Потому что, мягко говоря, мало кто разделяет уже точку зрения ее на какое-то восприятие этого мира, на, может быть, понятие добро, зло. Вот, как будто бы женщина, которая, может быть, даже чувствует себя где-то белой вороной. А почему я так еще говорю? Потому что тут женщина, которая, может быть, из наилучших своих побуждений, где-то тут карта зависимости, зависимость от какого-то мужчины, опять-таки влюбилась, где-то восприняла желаемое за действительное, где-то могла наделить этого мужчину какими-то качествами, которыми он не обладает, да, вот как будто бы вот я его слепила из того, что было. Это, конечно, грубовастенько, да, так, но тут вполне возможно мужчина по этой карте тоже, он сам по себе разрушает свою жизнь. У него могут быть зависимости, он может быть сам, знаете, человек, который притягивает неприятности. А влюбившись и оставшись с этим человеком рядышком, как будто бы женщина, соответственно, тоже вовсю может испытать вот эти вот какие-то неприятные моменты, которые с ним связаны. Тут также может быть мужчина, любовная зависимость, да, она может страдать по этому мужчине. Тут как будто бы это было, при этом показано сочетание этих карт, говорит о том, что женщина искренне относилась к этому мужчине, может быть, искренне посчитала его своей второй половиной, как будто бы без всяких там тайных умыслов, без всяких там вторичных выгод, влюбилась. Но дальше тут как будто бы идет какая-то трансформация, мне показано, с этой женщиной изменения происходят.
как будто бы высшие силы, даже, ну, давайте посмотрим. Может быть, даже высшие силы в какой-то момент, знаете, как будто смотрели на это все и сказали: да сколько ж ты будешь тратить свою энергию, свой ресурс на какие-то то ли взаимоотношения, которые тебя разрушают, как будто бы, ну, как слепа отчасти, да, как будто бы ты не видишь. Ну, зачем давать, в данном случае, мужчине шансы, которые, ну, ими явно, ну, не то, что не воспользуются, или воспользуются, как-то так воспользуются, что тебе потом самой будет плохо от того, как он это все будет воплощать, да, эти шансы. То как будто бы даже где-то отводят вас высшие силы от этого человека. Причем, может быть, как отводят они от вас, но при этом мне идет, как будто бы вы уже к этому моменту ощущаете свою ценность. С одной стороны, конечно, после таких взаимоотношений, я понимаю, это как после мясорубки какой-то. Да, это может быть вот как зависимости выходит, любовная зависимость. Это тяжело, это, конечно, у кого-то прям трагически может быть. Но, в принципе, как будто бы, может быть, даже вот вопреки всему этому, вы где-то ощущаете, может быть, свою ценность, может быть, раскрываетесь, может быть, у вас в конце концов какие-то амбиции просыпаются, даже вопреки всему, может быть, реализоваться, чего-то добиться, может быть, поставлены каких-то там целей, может быть, у вас желание чего-то жить, творить. Вот эта карта, муза, яркая, вдохновляющая. Вполне возможно, первое время вы с этим мужчиной такой себя ощущали. Потом, вполне возможно, тут карта идет как будто бы изменение, трансформация. Вы, может быть, в полной мере, вот насколько было хорошо, да, вот как пики вот эти вот, как кардиограмме, да, какой-то, насколько было хорошо, потом настолько же было и плохо. Но вот как будто бы вот высшие силы вот тут вас где-то оберегают и говорят: ты сама по себе очень яркая, даже без этого мужчины ты можешь быть вот такой, как райская птица, где-то яркой, где-то талантливой, вдохновляющей, не только для этого мужчины, в первую очередь для самой себя ты такая есть. Ну и вообще для окружения, тебя такой воспринимают. Так, и по карте компас мне показана женщина, которая старается выйти, может быть, из какой-то тяжелой ситуации с наименьшими потерями, где-то сохранив вот это вот, даже вот лицо, где-то сохранив вот жизнерадостность, жизнелюбие. Вот такую мне женщину показывают. Так. Ваша, не ваша сигнификация. У кого-то заведомо как будто бы отношения, которые вы там пытались выстроить, или там влюбленность, которую вы испытывали к этому мужчине, как будто бы изначально заведомо, да, можно сказать, эти отношения были, ну, скажем, большой вопрос. Нужно ли было их начинать? И как будто бы не в то время, не в том месте вы то ли встретились, то ли, в принципе, люди не подходят друг к другу в плане серьезных каких-то отношений, так, надолгую, как будто бы. Может быть, любовная история, там, не знаю, какой-то роман такой яркий, но не совсем как будто бы вы друг к другу подходите. Вот так вот даже. И причем это не я говорю, это ваши ощущения по факту, как будто бы потом, может быть, какая-то информация даже всплывает. Не о том, что там кто-то плохой, там мужчина плохой, там, да, вы хорошая. Нет, в принципе, как будто бы разные взгляды, может быть, на жизнь, на взаимоотношения. Или же вы вкладываете в отношения, во взаимоотношения одно понятие, а мужчина совершенно по-другому, будто бы, ну, как бы смотрит на эти вещи. Глубины вот какой-то не хватает, да, а трагедии, может быть, там и была и трагедия, да, так как мужчина сам по себе, я говорю, там такой мужчина может быть очень проблемный. У кого-то из девочек мог прям вот этот комплекс спасателя включиться, хотя до этого они могли вообще и не проигрывать эти роли, да, и не мечтали. Так, мечтали о любви какой-то, да, каких-то, может, равноценных отношениях. Получилось так, как получилось.
Итак, кому покоя не дает моя удача, мой успех? Что именно во мне так раздражает, да? Кому покоя не дает ваша удача и ваш успех? Что именно вас так раздражает? Так, кому покоя не дает ваша удача, ваш успех? Что именно вас так раздражает? Так, девочки, кому покоя не дает удача, успех? Что именно раздражает? Покоя не дает ваша удача, успех? Что именно вас так раздражает? Кому покоя не дает ваша удача, ваш успех? И что именно вас так раздражает? Подпишись на канал и поставь лайк. Кому покоя не дает ваша удача, ваш успех? Что именно вас так раздражает? Кому покоя не дает ваша удача? Что именно вас раздражает? Давайте смотрим, кому покоя не дает ваша удача и ваш успех. Ух ты, вашему другу какому-то, интересно. Причем рядом карта дьявол. Ух ты, ё-моё. Сейчас, кстати, с этим другом вполне возможно человек как будто замораживает свое сердце. Интересно, сейчас я все до конца разложу и прочту. Можно сказать, банальная какая-то друг, который оказался вдруг и не друг, и не враг. А так, да, не могу сказать, что он враг, но тут... Угу. Так, как это прочесть? Это мужчина, женщина сейчас. Так. Сейчас давайте на классике посмотрим. Это мужчина или женщина? Так, мужчина или женщина это? Кому покоя не дает ваша удача и ваш успех? Это мужчина или женщина? Опять мне подсказывает друг из прошлого. Это мужчина или женщина? Или не хотят они говорить? Почему так? Почему? Потому что. Так, это мужчина или женщина? Кому покоя не дает ваша удача, ваш успех? Опять дьявол выходит. Да что ж такое? Мужчина. Мужчина, кстати, с цветком. Хотел сказать, волоса. Так, ладно. Без волос. Так, девочки. Мужчина, кстати, может быть не свободный. Семья тут показана. И в прошлом вы были друзьями. По крайней мере, знаете, у кого-то вообще такое ощущение могло быть по шестерке кубков. Это же карта кармических еще партнеров. Вы могли в прошлом воплощении, тот, кто может так воспринимать информацию, воспринимайте, тот, кто верит в это. В прошлом воплощении вы пересекались, могли пересекаться с этим человеком, допустим, вам дано было там создать, может быть, не обязательно семью, любовный роман, прожить какую-то любовную историю, да, и вы в прошлом, может быть, не справились, там что-то пошло не так, да, и вы там эти уроки кармические не прошли, и вас в это воплощение перебрасывают с двойками в дневниках, с этими авоськами непройденных этих уроков, и вы в этом воплощении пытаетесь, может быть, заново выстроить эти отношения. Но тут показана карта, вот почему-то вы могли вот сюда же, к этой карте, это, встретив этого человека, вы могли как будто бы душой потянуться к нему, ощутить вот какую-то такую привязанность, вот как родство душ, единство какое-то, вот не знаю, вот такое что-то могли бы почувствовать.
Да, вот как дежавю. Где-то я этого человека уже видела, вот кого-то мне напоминает. Вот тут такое могло быть. Но, в принципе, если отбросить все это, то, в принципе, вы могли быть друзьями в прошлом. По крайней мере, вы так друг друга рассчитывали. Человек, у которого разбито сердце, сейчас он как в каких-то ограничениях, со связанными руками, даже глаза завязаны, не знает, как из какой-то ситуации выходить. С конкретной ситуации наличия третьих лиц, может быть, он не свободен, вы не свободны, тут уж семья еще подчеркнута мне, как будто бы на первом месте. Ну, любовная история какая-то опять мне показана. Тройка мечей, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. И состояние у него не очень, мягко говоря, у этого человека. Вот этот мужчина. Тут же мне показали... Кто он? Знаете, на человека 2 раза вышла карта дьявол. И тут такое сочетание дьявол и рядом карты 2 жезлов. То есть человек, может быть, разрывается где-то. У него 2... Не обязательно 2 партнера, но тут очень похоже, может быть. 2 каких-то, может быть, человека, 2 дороги, 2 пути. Вот он как будто бы мечется, может быть, постоянно выбирает и не до конца никак не может выбрать. По дьяволу, особенно 2 раза, девочки, очень страстный. Тут, кстати, на него, по-моему, тоже что-то такое падала карта. Ладно. Человек темпераментный, страстный, притягательный, сексуально притягательный для многих. Тут карта марионетка манипулировать может. И по дьяволу, да, замечательный манипулятор, человек психологию хорошо знает, где надавить на какие-то болезненные точечки, где правильно как-то, может, с кем пофлиртовать, а с кем, наоборот, так как-то холодно на расстоянии проигнорировать, для того, чтобы вызвать какой-то результат, ну, манипулятивно, вот как-то так вот. Сейчас показан человек в отношении вас, вполне возможно, да, вот тут в прошлом были друзьями, сейчас сердце замораживает. Это карта человека, который сознательно свое сердечко это замораживает, не дает никаких эмоций. А эмоции какие-то внутри там бушуют, какие-то страсти, и не факт, что, ну, какого-то, ну, разного, не знаю, формата, если можно так сказать. Ну, может быть, ревность, гнев, претензии какие-то, страсть, все, что хочешь. Вот по дьяволу сюда, может быть. Тут рядом карта вышла, знаете, такая она, иногда ее читают близнецы, близнецовые пламена. То есть человек мог какое-то время, он вполне возможно мог воспринимать вас, опять, родство душ, это все сюда, это считать вас вот той самой единственной, как будто бы моя половина. Где-то он мог смотреть на вас и видеть, допустим, ваши какие-то реакции на происходящее, на что-то, может быть, общение какое-то ваши фразы какие-то. Оно как будто бы у него отклик в душе, вот, он ловил это, он как будто бы считывал, а я точно так же реагирую, а я точно так же думаю, теми же словами изъясняюсь. Вот что-то такое, ну, как бы близнецовые пламена, одна душа на двоих. У кого-то может быть такое. Так, какой еще человек? Не знаю, тут как эту карту даже считать. Может быть, даже вы, когда были там друзьями, тут если подряд читать, может быть, ваша дружба неожиданно для вас могла перерасти тут в страсть, в зависимость, любовную зависимость какую-то, больную привязанность даже какую-то, одержимость у кого-то, ну, вот так вот. Тут вполне возможна история, даже мужчина мог сознательно где-то даже дистанцию держать, дабы лишний раз, ну, знаете, где-то не нести даже ответственность за то, как будут эти отношения развиваться. Тут на этой карте изображена девушка, которая сама как будто бы больше проявляет инициативы. А мужчина такой сидит на лавочке, как будто бы, ой, это же не я сам хотел, это ты все сама. А я что, я ни при чем. Но тут показано дальше какое-то карта, говорящая о том, что это где-то его такая стратегия, это какая-то манипулятивная его техника, оно уже у него срабатывало не раз. Вот какое-то такое поведение, где человек сам себе как будто бы, ну, можно сказать, цену набивает, где-то он таким своим каким-то поведением
может быть двойственным где-то, какими-то поступками, фразами, улыбкой какой-то, флиртом подталкивает к женщину, может быть даже не одну, к тому, чтобы она проявлялась. Для чего? Тут сразу несколько зайцев как будто бы убивается, если можно так сказать. Можно убить несколько зайцев. С одной стороны, женщина реально проявляет себя, озвучивает тем самым как будто бы свои какие-то там, ну, симпатию как минимум к этому человеку. Он уже понимает, как она к нему относится. Он, не прикладывая ни малейших усилий, получает желаемый результат, да. Плюс он еще не вкладывается никак, ни эмоционально, ни особо временным ресурсом, не говоря уже там какие-то мелочи, подарки. Он эту женщину не добивается, он просто выстраивает как-то свои вот свое поведение, так что женщина сама, и женщины сами его добиваются, получается. А он, и плюс еще такой немаловажный, да, аспект, это если что-то пойдет не так, то всегда он может уйти в сторону, там, в тень, да, пропасть с радара и сказать: а что, я ничего, это ж ты ко мне сама проявилась, ты сама этого хотела, а я ничего. Тут вот такой какой-то, вот такой вот по этой карте мне так считывается. Причем это какая-то продуманная, я говорю, какое-то его поведение, но продуманное. Почему? Потому что вот тут изображена карта манипулятора. И тут карта написано разочарование. Женщины в нем очень потом разочаровываются. Насколько очаровываются, настолько же и разочаровываются. На карте изображен человек, у которого тут на кисти рук, да, намотаны эти веревочки, да, с ключиками, ключики от душ, от женских душ. И по низу тут как женщины, эти души этих женщин. И это как кукловод, он держит ключики в руках. То есть он идет по этим душам, топчет этих женщин, и где-то вот, ну, как будто бы манипулирует, да, дергает за эти ниточки. То есть показано, сколько уже этих женских сердец, эти ключики от этих душ, от сердец у него на кистях рук намотаны. И карта такая, смотрите, как кровавая. И разочарование у этих женщин, потому что они вкладывали одно понятие, вот, ну, видение свое, да, взаимоотношений с ним, а потом столкнулись с какой-то очень жесткой реальностью, с его проявлениями, с его истинным лицом. Вот так какой мне какой-то человек показан. Так, человек, так, поездка, манипуляции, тайна, подозрение. Ну, так, как мне это прочесть сейчас? Тайна. Человек куда-то, может быть, если он там не свободен, женат, да, как будто бы скрывает свои какие-то поездки. Ну, девочки, я не знаю, моя фантазия безгранична в этом плане. Ну, куда он там может ездить? При этом тайну какую-то он охраняет. Марионетка вот какой-то женщиной манипулирует. Ну, говорит, что ездит. Хотела сказать, говорит жене, что ездит к теще, да, или к любовнице, а сам поехал в лес за грибами и никого не видеть. Ладно, или на рыбалку, подальше от всех. Ну, не знаю, какую-то он тут тайну скрывает. Ну, кстати, может быть, у женщины уже подозрение. Вот эта тайна, она уже, его там какая-то, если есть там спутница, там жена, то как будто под подозрение у нее уже есть, что он, может быть, где-то кому-то ездит, заботится о ком-то. Вот такое, как будто бы ее больше цепляет то, что, может быть, он эту заботу не проявляет в отношении нее. Ей не хватает этой заботы. А ей не хватает, ну, ей не хватает этого, но она говорит, где-то о ком-то он заботится, с кем-то он такой нежный. Ну, и тут вполне возможно, мужчины у этого, вот если там семейная жизнь, там, тут карта даже насилия. Ну, я надеюсь, там, тут прям до рукоприкладства доходит, прям на этой карте. Тут мужчина поднимает руку на женщину. Может быть, такого и нет, ну, как минимум, как какие-то, может быть, несдержанные очень проявления, может быть, агрессия, крики, тут выяснение этих отношений. Вот тут что-то такое происходит. Ну, и туз мечей, тут как будто бы точки над какие-то выясняются, постоянно эти споры, ссоры какие-то, тут я же говорю, выяснение вот этих, может быть, его каких-то поездок, может быть, тайны какие-то тут, вот эти вот
и тайна становится уже не тайной, да, может быть, что-то становится явным. Вот тут вот как-то, вот тут вот так все у этого мужчины, тут бурная, очень бурная жизнь у него. При этом даже он может быть, знаете, таким иногда, чем он, наверное, даже может цеплять? Тем, что когда ему нужно, он может быть очень чувственным, нежным, ласковым даже. Тут мужчина может вот настроиться вот на женщину, может дать ей то в моменте, чего она хочет. Ну, это в моменте, да, когда, может, ему это нужно. Потому что потом, может быть, ему это и не нужно, поэтому для женщины настолько потом это яркое такое разочарование, почему в дальнейшем так он по-другому себя ведет. Вот мужчина, который может и серенаду спеть, я повторяюсь, и там стих какой-то продекламировать. Тут такой чувственный очень. Не знаю, цветочек он кому-то этот подарит, но как будто бы его видят одним, и он, может быть, этот образ даже, ему выгодно где-то этот образ эксплуатировать, вот как-то так мне идет. Так, тут доложу буквально минуту. Что за тайна? Потому что я женщина, мне же интересно, что это за тайна в конце концов? Что тут за подозрение? Тайна. Что тут? Какая у тебя тут тайна? Ой, моя ж ты заюшка, душевные муки. Угу. Что? Тайна. Что у тебя тут за тайна? Девочки, ну 100%, я хотела сказать, да, ну как поиздеваться, что говорит, что к любовнице, а сам куда-то за грибами, да, искал или на рыбалку. А тут у товарища, он не на рыбалку, не за грибами, а он тут говорит любовнице, что к жене, а жене, что к любовнице, а сам поехал на работу. Поехал где-то... Тут даже фиг поймешь. У человека душевные муки, он это скрывает от всех. Где-то это касается какой-то истории, где как будто бы были предпосылки все для того, чтобы быть счастливым. Может быть, с какой-то женщиной, которая могла закрыть его потребности. Он говорит, рядом с такой же с ней, допустим, мне было так классно по карте Радуга. Тут как ребенок мог себя ощущать вот полностью, вот, ну не знаю, не то, что там слияние душ, а тут как будто бы, ну как ребенок, где-то даже он не задумывался по большому счету, что это, но ему было в этом так клево. Вот тут мне так идет. Но тут карта крест, как будто бы идет раскаяние, разочарование. Разочарование, может быть, даже в собственных поступках. Это как такая ситуация, когда тут фигура, склоненная над могилой. Это же уже ты человека не вернешь, он уже ушел, да, и на физическом плане его нет. И все, что остается, это где-то принимать ситуацию такой, какая она есть. Вот тут человек, как будто бы у него душевные муки по поводу, может быть, каких-то утраченных шансов, неиспользованных, по поводу какого-то поведения, может быть, которое привело к тому, к чему привело. Так, ну тут у меня так идет тайна какая-то. Вот эта тайна его нагложит, душевные муки-то его гложит. При этом показан человек по карте мост, карта сова, мудрость, вверх, рост. Как будто бы человек старается как отталкиваться от этого, может быть, больше прикладывать силы для роста, развития. Может быть, карта сова, обучение чему-то новому, получение информации какой-то. И опять-таки это все он старается преобразовывать для того, чтобы где-то идти. Там, может, по карьерной лестнице вверх, может быть, там какие-то у него цели, мечты. Он это хочет достичь этого. Тут даже больше не о женщинах, тут больше как будто бы он хотел бы вот реализоваться в полной мере. При этом используя опыт какой-то уже, свой опыт. Так, тайну скрывает от всех. Ну, понятно, какой-то есть тут, знаете, как вот тупая боль в сердце по поводу чего-то. Может быть, какой-то женщины. Это касается какой-то женщины. Угу.
Это касается женщины, которая может быть не свободна, кстати, или же тут касается какой-то женщины, которая... Тут прям карты говорят о том, что карта медведь, он не свободен, он несет ответственность за кого-то, за что-то, а карта сила, его, вот, допустим, там, где он находится, а его влечет к другой женщине, которая по карте сила, которая может приручить тут и льва, и кого угодно, но она тоже может быть, кстати, не свободна. Или он считывает, что тут очень много третьих лиц почему-то. Тут трио, третий фактор. Тут карта медведь говорит о том, что он уже несет ответственность за кого-то, за что-то. И опять карта сила — это женщина, которая для него, она очень сильная, привлекательная, очень манкая. И тут как-то так. Может быть, даже сила ее в этой же мягкости, в ее какой-то, не знаю, мягкости, манкости, вот так вот. Так, девочки, вот такой какой-то у меня вышел мужчина. Вот этому мужчине покоя не дает ваша удача, ваш успех. В прошлом, может быть, в далеком прошлом, как друзья проигрывались. Сейчас человек сознательно старается свое сердечко сделать хрустальным, заморозить. Так, что именно вас раздражает его? Что именно вас так бесит, раздражает? Ой, боже мой, это что такое? Ну, девочки, не буду я, конечно, читать. Тут у меня вышли карты такие, знаете, алкоголь, пьянство. Что вышло, то я это озвучиваю. Я могу, конечно, так закрыть и говорить, да, не было этих карт. Ну, все, что вышло, я это озвучиваю. Карта вулкан подряд считываю, как я это вижу. Изначально человек, может быть, действительно видел, видите, карта зависимости, та, которая выходила, где-то и на вас выходила, да, эта карта. Может быть, именно к этому человеку вы испытывали вот это вот влечение, которое не контролируется, больная любовь, привязанность, созависимые отношения. Так вот, вот этот человек понимает, насколько он был, может быть, для вас дорог, ценен, да, насколько он имел влияние на вас, мог управлять даже вами как-то. Тут вот так вот. Тут дальше принц, это где-то вы, может, его идеализировали. Рядом с вами он мог себя чувствовать таким. Знаете, как будто наполняться этой энергией, опять восхищение в ваших глазах, и у человека крылья раскрывались, и где-то он себя таким неповторимым, шикарным чувствовал, востребованным. Опять-таки, может быть, благодаря этой энергии, которая наполнялся, он там и реализовывался дальше, там что-то у него, там и в бизнесе все хорошо было, может быть, на всех фронтах у него все было замечательно. Так вот, раздражает то, что вот раньше вот это вот все было восхищение, потом как будто бы поменялось все, может, вы по-другому посмотрели на ситуацию. Карта компас, как будто бы женщина, если до этого было туннельное у вас там зрение, вы кроме него больше, может, никого не замечали, он как был свет в оконце, то потом по карте компас как будто бы женщина начала смотреть по сторонам, сопоставлять, может быть, задавать самой себе вопросы, а какие потребности мои мужчина этот закрывает. Я тут ради него готова тут вообще из кожи может выпрыгнуть. А он, что он реально, ну как будто бы для меня, а обо мне что? И тут вот карта как будто бы подсвечивается, карта ангел. Это женщина, которая на крыльях этой любви, где-то наивная, доверчивая, летела, и потом вот осознала в один момент, что крылышки эти у нее просто вырвали эти крылья, и она упала на землю. То есть где-то обесценили эту любовь, предали, ну, где-то использовали, да, и все. Ну, как будто бы вот это вот все, вот это все как происходило. И раздражает то, что вы где-то посмотрели на эту ситуацию, на эти взаимоотношения очень трезвым взглядом. Где-то, может быть, вот это иллюзорно эти очечки, вот эти вот розовые, вы убрали. Тут раздражает то, что вы превратились в женщину, которая, смотрите, очень независимая, женщина, которая, кстати, может быть, имеет опору сейчас на другого мужчину, и этот мужчина действительно является для нее в первую очередь другом, надежным тылом,
как будто бы есть такие в вашей жизни мужчины, но и вы сама по себе уже как будто бы особо не привязываетесь к этому товарищу. Так, тут вот я как это могу прочесть. Знаете, ключ, и тут вот это алкоголь, пьянство, вулкан. Может быть, человек ожидал, что вы там, в связи с тем, что тут зависимые какие-то отношения были, в связи с тем, что вы там могли действительно страдать, для вас это будет болезненно. Может быть, он думал, что вы там будете там стагнировать, я уже не знаю, употреблять алкоголь, там как-то скатитесь, тут ревность, вулкан, какие-то эмоции будете такие проявлять, знаете, типа истеричка какая-то, да, может названивать ему, написать. А тут что его это раздражает, то что карта эгоизма, столкнулся с тем, что вы где-то переключились на себя. Тут, может быть, даже как-то вы это сделали, ну, показательно. То есть вы не пребываете в состоянии вот ожидания, как этот котик, вот тут карта ожидания, перед окошком сидит и ждет своего хозяина. Нет, вы как будто бы вы себе на голову с этой корону одели. Раньше вы ему по карте принц эту корону одевали, да, наполировали, а сейчас себе одели эту корону. Вы говорите, нет, я не буду больше никого ждать. Где-то он это считывает, его это подбешивает, он говорит, это она представление разыгрывает, на самом деле она меня до сих пор ждет, там, или на самом деле она действительно там думает обо мне. А вот ему кажется, что где-то вы вот тут как этот какой-то, ну тут шут, да, такой вот, как перед этим, не знаю, перед толпой людей разыгрывает это представление. Вот ему кажется, что вот вы тоже там как-то вот что-то вот, и может быть для него тоже показательно это все разыгрываете. Но потом он смотрит на вас. Тут показана карта восьмерка пентаклей. Раздражает то, что где-то вы научились переключаться, и он видит вас, вы тут с головой ушли в работу, может быть заняты, опять-таки, карьера, реализация. Вот это вот как будто бы, ну, выбешивает, раздражает. Может быть, вот если так прочесть, то женщина ключики действительно подыскивает для своего счастливого настоящего будущего. Отчасти где-то вот в работе, вот в реализации, может быть общение какое-то на работе. И опять-таки, вот если так тоже мы прочтем, то по карте компас и эгоизм, ну, сделали для себя правильный выбор, как будто бы все, приоритеты четко для вас ясны. Вы для себя в приоритете. Вы больше не будете в роли жертвы, человека, у которого тут ангелочек, у которого эти крылья вырвали, и не будете в позиции ждуньи тут, да, и как бы он там не думал, разыгрываете вы представление или нет, но 100% он понимает, что есть мужчины, которые реально могут подставить вам плечо и реально могут быть с вами, ну, в каком-то союзе, да, и вы на них можете опереться. Они могут не просто там как-то на словах вам помогать или там обещать что-то, а делают конкретные как будто бы шаги в вашу сторону, там, уж не знаю, заботятся о вас. Вот это вот все его выбешивает. Вот это раздражает вас. Давайте еще пару карт. Что именно вас раздражает? Вот смотрите, раздражает то, что он был, тут 100% человек был уверен, почему-то по вашему состоянию, что в любой момент он имеет власть над вами, в любой момент он может повлиять на вас, захочет помилует, захочет казнит. Тут как-то так, девочки, мне так считывается. Эта карта метафорически, видите, тут изображена женщина, которая на такой ленте огромной подвешена над пропастью, да, и она как будто бы зависла над этой пропастью. И привязана эта лента к дереву. А тут возле этого дерева хитрая лиса, которая в любой момент может перегрызть эту ленту. Да, и все, эта женщина упадет в пропасть. То есть он себя считал где-то, как будто бы он может даже, ну, манипулировать, управлять вами. Он имеет власть над вами. То есть его какое-то поведение, его какое-то слово. И он считал, что он имеет огромную власть над вами. И тут вот как будто бы вы чуть ли не в пропасть, правда, могли или должны были свалиться, да, вот по его ощущениям. Потому что тут карта алкоголь, пьянство, вулкан, как будто бы вот все говорило о том, что после такого какого-то состояния, где вот эти крылья у вас, как у ангела, вырвали,
Вполне возможно, он думал, что вы тут будете, я же говорю, головой об стену биться, и там его имя повторять и днем, и ночью. А тут он видит, что вместо того, чтобы женщина упала в пропасть, во всех смыслах, да, на дно скатилась, а тут карта радость, а женщина радуется жизни, женщина нашла в себе силы и реально умеет радоваться жизни. Тут карта вот радость, и женщина танцует. Женщина сама по себе такая позитивная, да, и мало того, что тут какие-то его прогнозы не оправдались, тут как будто бы шокируете вы его. У него нет таких карт, там, радости, вот этих танцев каких-то. Я уже не знаю, где он вас такой видит, но он вас, может, считывает. Может быть, наконец-то вы перестали эту энергию какую-то направлять, сливать ему. Вот так, девочки. Вот такой у меня вышел расклад. Кому понравилось, пишите. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.